Здравствуйте, это программа «Территория гласности», и сегодня в студии пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Владимир Мишуков, фотограф, человек, который был в Хамовническом суде и сказал «зло отступит». Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своих ощущениях более подробно. Почему вы пришли к тому, что зло отступит? Лет 20 тому назад мне мой друг дал вот такие же листочки, распечатки напутствие Иосифа Бродского. 20 лет назад, это прям почти ровно. Он, естественно, прибегал к сравнению из Нагорной проповеди, именно в тот самый момент, где Христос говорит о непротивлении злу насилием. Когда люди находятся в тех обстоятельствах, в которых находятся в данном случае Платон Леонидович и Михаил Борисович, что они могут сделать, грубо говоря, когда против них стоит такая сила? Да? И я понимаю, что сделать они могут как раз-таки, они могут следующее, они могут противостоять. Но вот как бы рецепт этого противостояния, он описан Бродским. И он говорит, что очень важно, когда зло тебе предлагает такое состязание, оно ударяет тебя, и ты не можешь, как бы скажем, ответить в определенных обстоятельствах. Тебе нужно совершенно сознательно принять этот вызов и сознательно пойти поэтапно, пройти все испытания, которые как раз-таки описаны в Нагорной проповеди. По мысли Бродского, когда последовательно проходятся поэтапно все вот эти испытания, зло исчерпывает свою энергию, оно отступает. Как раз хочу вас спросить, да, таких материях очень интересных и значимых, быт и бытие процесса. Да. Как бы вы это определили? Вот когда все доводы приведены с той и с другой стороны, да, когда ты понимаешь, что, и даже предположим, что доводы обвинения убедительны, равно столько, как убедительны доводы защиты. И вот они столкнулись, и в принципе ты, как сторонне смотрящий, не можешь сделать выбор. И я вот обращаюсь просто аполитичным людям, там, гуманитарным, каким-то далеким от всей, как бы, этой, как часто выражается, суеты там, и так далее. Я предлагаю следующее. Взгляните на лицо. В данном случае я говорю о Ходорковском Михаиле Борисовиче в большей степени, потому что он для меня главная фигура, потому что он остался здесь, когда его друга посадили, у него была возможность, верил он, не верил, это как бы мы сейчас не рассматриваем. Он остался, он мог спасти свою шкуру. В этом шкафу, в этом застекленной клетке находятся два разных человека. На сегодняшний момент я могу сказать про Платона Лебедева, он производит на меня сильнейшее впечатление профессионала высшей пробы. Просто профессионал, ну просто настолько доходчиво, настолько понятно. Я в первый раз присутствовал на таких лекциях по как бы, тому, как все добывалось, как куда распространялось. И я в данном случае говорю, взгляните на лицо и выбор разглядите, посмотрите, увидьте, и выбор сам собой произойдет. Потому что отбросим сейчас все доводы защиты и все доводы обвинения. Останется только лицо человека, который на вас будет смотреть, говорить. И вот согласно вашей культуре, вашему образу, образованию, да, образ образования это сходное, вашей жизни, вашему, я не знаю, вашему бытию, вашим поступкам, вы сделаете этот выбор просто из простейшего, из разглядывания лица другого человека. А для вас нынешние времена это все-таки Михаил Ходорковский узник времен Владимира Путина или Владимир Путин чиновник времен Ходорковского? Я не противопоставляю две эти личности, вот как вы в данном случае мне предлагаете, потому что мне как бы противоположная сторона антропологически меньше интересна. Мне интересно достижение, мне интересен подъем, мне интересно высшее проявление природы. А проявление, которое, скажем так, посредственно, мне не очень интересно. С моей точки зрения, когда я смотрю на Михаила Борисовича, у меня человека далекого от всех этих структур, от всех этих понятий профессиональных и там, политических, экономических, у меня возникает ощущение, что это человек, который способен руководить, человек, который способен, будучи руководителем, быть честным.
Вот у меня в его лице все это сочетается. Просто во все времена так было всегда. Всегда было, что как бы люди одаренные, люди, предназначенные для больших дел, они всегда чувствовали как бы сопротивление, несогласие тех, которые не способны и менее одаренные. Это всегда было. Как вы полагаете, вот люди, которые представляют обвинение, вы сказали, что это некое такое образование, вы их так в целом воспринимаете, они себя видят со стороны? Они же после рабочего дня приходят домой? Я размышляю об этом много, я сидел, смотрел, мне интересно, я наблюдал. Я смотрю на, например, на Валерия Лахтина, и я легко могу представить в Олимпийке тренером какой-нибудь сборной по волейболу. Вот совершенно. У него такие руки, и, все, и вообще вся вот его стать, вот очень легко, как человек, который вполне очень может быть полезен, очень даже потому, что у него есть вот это, он точно будет внимательно смотреть за происходящим на площадке, он будет четко потом давать всякие распоряжения своим вот этим волейболисткам. Это все было очень хорошо бы легло на мирную почву. И легко представить, там, скажем, какой-то там есть Смирнов. Смирнов. Вот. Почему-то, когда я вижу этого человека, мне прямо представляется, как вот с ним можно вместе сидеть на рыбалке. Абсолютно. Абсолютно все вполне. Но я совершенно серьезно. Я говорю, но при этом то, что вдруг им приходится делать, или это они делают самостоятельно. И, первая мысль, это не самостоятельное поведение, это не самостоятельное принятие решений. Это прям видно, это ощутимо. А вот такая фигура, судья. На его лице страдания, на его лице просто отображена растерянность, усталость. Вот я сейчас начинаю говорить, я прям чувствую, что у меня сейчас на лице то же самое появится. Это человек, который абсолютно растерян, есть ощущение, что он все понимает, но он ничего с этим поделать не может, и он как бы сам себе не принадлежит. Но это хороший признак, потому что видно еще как бы есть там как бы почему страдать. У меня судья вызывает сострадательные ощущения, хотя я понимаю, как бы до определенного момента человек может сострадать, даже жалеть его в чем-то, но все-таки ведь что-то же человек должен самостоятельно решать. Да, тем более ему закон это определяет. Как вы полагаете, кто сейчас заинтересован в освобождении Ходорковского и Лебедева? Давайте сразу начну с себя. Я заинтересован. Я лично заинтересован, и по большому счету для меня это достаточно. Моя личная заинтересованность, потому что я с этими людьми, я вижу этих людей, и если я и связываю какие-то надежды на развитие своего государства, своей родины, своей страны, то я связываю с этими людьми. Во-первых, профессионалом высокого класса и Лебедевым, и Ходорковским, и с Ходорковским как человеком честным и способным быть ответственным за то, что он делает, и за тех людей, с которыми он это делает, и для которых он это делает. Хочу вернуться к Михаилу Ходорковскому. Как вы полагаете, изменился этот человек за эти годы? За годы нахождения в тюрьме? Я вам скажу, более того, Как вы находите эти изменения? Я разглядывал портрет просто. Вот недавно, по-моему, он показывал на каком-то одном из заседаний, его портрет был на, по-моему, каком-то обращении каком-то в компании. Это просто другой человек. Это просто, я видел просто по лицу, по портрету видно, что это человек, который амбициозен, который хочет сделать самую лучшую компанию, который хочет вообще все, что он делает, все должно быть лучшим. Мне кажется, он изменился. Именно поэтому меня и повело туда. Потому что я увидел подвиг, именно подвиг в смысле движения, подвиг, да, не как мы обычно воспринимаем, а подвиг конкретного человека. И я вижу, что он, с моей точки зрения, он встал на какие-то другие ступени, он уже по-другому, у него другое лицо. А как разглядеть человека? Вот скажите свои какие-то простые такие секреты, даже не как фотографа, а просто как человека, который внимательно работает с людьми. Не кажется ли вам, что сейчас люди стали другие?
все стало очень быстро развиваться, и, похоже, мы перестаем глядеть на лица и перестаем думать. Как проявить себя человеком? Секрет очень простой. Для того, чтобы увидеть другого человека, нужно, или даже сфотографировать его, зафиксировать, нужно открыться ему в первую очередь, нужно самому открыться. Открытость – это единственный способ, который может спровоцировать другого, в хорошем смысле этого слова, человека на взаимную открытость. При закрытости не рассчитывайте никогда на то, что человек вам откроется. С какой стати? Для того, чтобы что-то получить, нужно, опять банальная вещь, нужно дать, нужно отдать. Через другого человека ты можешь понять, что ты подлец, что ты способен на поступок, что ты трус, или ты способен любить. Только через другого человека. Вот что вы для себя поняли об этом процессе, вообще о жизни сейчас в России, вот можете в общем сказать? Что меня привело в Хамовнический суд? У меня какой-то да очень хорошо сидеть дома спокойно, там, знаете, заниматься с детьми, гулять, там, фотографировать, там, делать свои. Но вдруг ты узнаешь о том, что творится, с моей точки зрения, какая-то явная несправедливость. И как-то не очень сидится, не очень как-то спокойно гуляется. Если пропустить этот процесс, то тогда как бы о нас с вами и о тех людях вообще речи быть не может вообще. Просто как будто бы нас нет. Потому что если здесь такие нарушения, когда все явно, ну тогда просто пиши пропало. И я считаю, этот процесс, это дело, этот конфликт, это стечение обстоятельств, с моей точки зрения, сегодня пропустить нельзя, пропускать нельзя. Идет очень существенное столкновение, сущностное, антропологическое. Хотим мы или не хотим, выбор придется делать каждому. Каждому мыслящему, думающему, чувствующему, любящему, надеющемуся, верящему, ожидающему. Придется делать этот выбор. Я думаю, что сегодня те люди, которые себя как-то отождествляют с элитой этой страны, считают себя ее культурными там, или еще какими-то лидерами, должны не принять обязательно как бы, какую-то сторону, а просто себя спросить. Я как бы кому сочувствую, я с кем? Подойти к зеркалу, в конце концов. Это хорошее многоточие. Да. Я благодарю Владимира Мишукова, фотографа, который был сегодня на программе «Территория гласности». Мы говорили о том, почему важно смотреть на лицо, почему важно думать самостоятельно и почему важно каждому из нас делать выбор. Всего хорошего.